Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня у меня в гостях мой ученик Савва Левченко. Всем привет! Вот только что мы закончили классический вариант табурета. Ну и сразу же слово к тебе. А почему ты решил табурет-то сделать? Ну, табурет я решил сделать, потому что не на чем сидеть в саду. Ягоды тяжело собирать. И то пришла мне такая идея в голову. Ага, очень интересно. То есть ты, как Исаак Ньютон, решил сидеть под яблоней и ждать, когда какое-то открытие ты совершишь. Ну, просто у меня плохо с физикой всегда было. Я решил, что если я посижу под яблоней и на меня упадет яблоко, то я что-то начну понимать. Замечательно. Ну, а сейчас мы вам покажем, как делали этот табурет. Начинаем? Начинаем. Первоначально Савва скорректировал чертежи для изготовления табурета, затем он подобрал сосновые бруски, которые мы пропустили через рейсмус. Эти бруски он разметил и склеил будущее сиденье. Пока сиденье склеивалось, мы напилили заготовки для ножек, царг и проножек. Точно так же пропустили их через рейсмус. Ну а склеенное сиденье мы уже выровняли. Затем Савва сделал разметку, и сиденье я опилил в размер 310 на 310. Царги и проножки мы на торцовочной пиле напилили в размер. Проверили угол у ножек. Он должен быть 1 градус. Компоненты готовы. Можно приступать к сверлению отверстий под шканты. Для этого у нас есть специальный кондуктор. Отверстия готовы. Можно склеивать каркас табурета. Сначала склеиваем половинки каркаса, затем их Савва подгоняет при помощи обычного ручного рубанка, выравнивает. Ну и далее склеиваем каркас полностью. Зажимаем его в ваймах. А пока он сохнет, сиденье у табурета нужно выровнять и скруглить края. Я помогаю сделать фрезером закругление. Ну и окончательно Савва шлифует сиденье. Окончательная подгонка и шлифовка каркаса. Затем при помощи гвоздиков мы размечаем места под отверстия для шкантов. Сверлим отверстия для шкантов в сиденье и каркасе. И на шканты приклеиваем сиденье к каркасу. Окончательная шлифовка. Чтобы ножки не скололись, Савва подстрагивает их рубанком. Покраску осуществляем бесцветным акриловым лаком. Изделие готово. Итак, уважаемые зрители, мы вам показали процесс изготовления нашего изделия. Ну и вопрос к тебе. Табурет ты сделал, а что ты для себя решил или выводы какие-то у тебя появились в голове? Ну, я сделал выводы, что табурет делать на самом деле очень непросто. И чтобы его сделать качественно, надо приложить много усилий. Также для меня было удивлением то, что он делается полностью на клее, а не на гвоздях или саморезах. Замечательно. Ну, на самом деле, табурет, конечно, на гвоздях не делают. И то, что мы смастерили, я надеюсь, будет служить тебе очень долго.
На этом мы с вами прощаемся. Заходите, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь, конечно. Всего вам самого доброго. Пока! Удачи! Нет, все-таки замечательно у тебя вышел табурет. И я надеюсь, что родители его по достоинству оценят. Вот такие дела.